Мальчик подсчитал, что на некотором участке пути потенциальная энергия свободно падающего мяча, масса 50 грамм, изменилась на 2 джоуля. Какой длинный путь имел в виду мальчик? Как и насколько изменилась при этом кинетическая энергия мяча? Масса мяча ровно 50 грамм. Энергия изменилась на 2 джоуля. Определить путь изменения вот этой энергии. Какой длинный путь был у мальчика, когда он видел падающий мяч? Можно почитать о том, что потенциальная энергия равна чему? Равна весу тела, умноженная на путь, который она прошла. Падающий мяч прошел путь высотой h. Отсюда можем определить, чему же равна вот эта высота падения этого мяча. Итак, с этой формулы h равно W, деленное на mg. Чего уж проще. Давайте подставим сюда эти значения и получим вот такие выражения. 50 грамм пойдет у нас вниз и g. Ускорение 9,8, а 2 джоуля пойдут числитель. 2 джоуля делим на массу 50 грамм умножить на g на 9,8 метра за секунду в квадрате. Обратите внимание, что все у нас тут разношерстное получилось. Тут джоули, тут граммы. Все нужно как-то приводить для того, чтобы получить именно значение высоты падения в метрах, сантиметрах и так далее. Тут очень только в одном месте метр. Давайте будем приводить все эти значения, чтобы можно было что-то сделать. Во всяком случае, граммы нам мешают здесь. Вот секунды нам тоже мешают. Давайте определим сначала, что такое джоуль. Перепишем это все последовательно. 2 ньютон умножить на метр. Это джоуль. Здесь 50. Что такое грамм? Грамм – это тысячная часть килограмм. Значит, что мы можем сделать? Вот так вот вместо грамма, который вот здесь умножить, напишем килограмм, что делится на 1000. Или 10 третьих, кому как удобно. И умножить на 9,8 метра за секунду в квадрате. Пока будем переписывать все для того, чтобы видеть всю картину. Кто знает, сразу может все это дело сократить, но мы последовательно все будем делать. Итак, все есть вроде бы, метры есть. Нет у нас килограммов, нет у нас секунды. Вот и поэтому давайте распишем вот этот ньютон. Чему он будет равно? Итак, в числителе 2. А что такое ньютон? Ньютон – это килограмм умножить на метр, что делится на секунду в квадрате. Секунду в квадрате сразу определим вес. Это мы расписали ньютон. Вот здесь. Килограмм на метр на секунду в квадрате. Множится на вот этот метр, который остался. Так оставим. Внизу что у нас будет? 50. Умноженное на килограммы. А 1000 сразу перевесем в числитель. Здесь у нас что получается? Умножаем еще на 9,8. Метры вот здесь вот остались внизу. А секунды в квадрате куда? Из этого знаменателя аж сюда в числитель. Секунды в квадрате. Теперь посмотрите, что у нас получается. Секунды в квадрате, здесь секунды в квадрате сократились. Очень удобно. Килограммы и килограммы тоже сократились. Метры и метры одни сократились. Остались одни метры. Так сверху посмотрим, что осталось. 2 метра умножить на 1000 и разделить на 50 умноженное на 9,8. Этот 0 можно тоже убрать, чтобы он не мешал. Мы это получили значение в метрах. Получили, что 200 метров делится на 5 умноженное на 9,8. Не разделим, получаем 4,8 метра. Мяч весом 50 грамм потерял энергию 2 джоуля, пролетел при этом 4,0,8 метра. Мяч-то был на какой-то высоте, он пролетел 4,08 метра и потерял энергию в 2 джоуля. Но поскольку полная энергия мяча, который был на какой-то высоте, всегда будет равна его потенциальной энергии плюс кинетическая энергия, потеряв 2 джоуля потенциальной энергии, кинетическая энергия выросла на 2 джоуля. В этом месте потенциальная энергия уменьшилась на 2 джоуля, а кинетическая энергия в этой точке добавила 2 джоуля, потому что полная энергия будет равна сумме потенциальной плюс кинетической энергии. Энергия мяча, падающего с какой-то высоты, никуда не теряется, она просто переходит с одной формы в другую. Ну и, кстати, я хотел еще сказать, что решая подобные задачи, очень удобно относиться к этим всем обозначениям как обычными множителями. Ну, мы же можем, например, 2 джоуля представить как двойка, что множится на 1 джоуль. Можем. А вот этот 1 джоуль можем расписать. Каждая из этих можно написать 1 ньютон умножить на 1 метр, и потом, естественно, одинаковые величины числителей и знаменателей можно просто сократить. Поэтому нужно пользоваться этим постоянно для того, чтобы получить именно те размеры, те величины, которые необходимы в задаче. В данном случае понятно, что высота она может измеряться только в мерах измерения длины, либо метры, сантиметры и километры. А все эти другие значения, допустим, секунды и килограммы, для этого измерения расстояния как-то не подходят. Поэтому они должны из выражения нахождения уже длины как-то уйти. Они отсюда и уходят.